Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание Супер Шреддера. В этом испытании 6 эпизодов, ограничено количество героев. В основном это черепашки, итак, мультяшные, изведения, космические и ролевики. Кроме того, есть отдельные герои: Эйприл Куновичи, Синигами и Кейси Джонс. Да, вот еще вижу Армагона и Сплинтера. И для первого боя давайте-ка я возьму Кейси Джонса. Посмотрим, как он справится со Шреддером из мультика и Супер Шреддером. Итак, всего две волны. Вот, и в начале боя Кейси Джонс попробует подорвать Шреддера при помощи своей любимой гранаты. Бросок, взрыв, и Шреддер из мультика уничтожен. Переходим ко второй волне, в которых нас уже ожидает Супер Шреддер. Наносит серию ударов шипами из-под земли, наносит урон Кейси Джонсу, часть жизни уходит, но Кейси Джонс пытается подорвать врага при помощи взрывной шайбы. Да, удалось снять броню, навесить негативный эффект дебаф, уменьшение здоровья. Супер Шреддер метает костяные кунаи, а Кейси Джонс поджаривает врага при помощи электрошокера. Ничего себе, еще Супер Шреддер жив, но ненадолго. Кейси Джонс добивает его своей клюшкой. Здорово, ну что ж, победа, отличнейший бой и хороший результат. Оправдал ожидания Кейси Джонс. Наша награда — это 2 ДНК Шреддера из мультика, что тоже неплохо, и мы переходим ко второму эпизоду. А для второго эпизода давайте-ка, друзья, я возьму девчонок. Итак, Эйприл Куновичи и Синигами будет сражаться против Шреддера из мультика и Супер Шреддера. Вперед, и мы сражаемся с Шреддером из мультика. Для этого Синигами использует демона Они из японской мифологии, призывая при помощи талисмана тигриного глаза урон, удар, но, как видите, Шреддер выживает ненадолго. Эйприл Куновичи при помощи телекинеза выбивает этого врага, и мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна, в которой нас ждет Супер Шреддер. Отлично. Ой-ой-ой. Итак, он сразу же метает костяные кунаи. Вот, наносит урон Эйприл Куновичи, но в свою очередь Синигами, превратившись в стаю летучих мышей, наносит серьезный урон, снимает большую часть здоровья, но, как видите, Шреддер выживает. Ненадолго. Эйприл Куновичи поджаривает его цепными молниями и уничтожает этого противника. Ну что ж, замечательно. Переходим к третьей волне. Вот кто же нас здесь ожидает? И это опять Супер Шреддер на более высокого уровня. Ну что ж, придется нашим девчонкам собраться. И да, Супер Шреддер наносит массовую атаку шипами из-под земли. Он наносит повреждения нашим девчонок, навешивает негативные эффекты, дебафы, уменьшает скорость Синигами, а у Эйприл уменьшается защита. Надеюсь, девчонки справятся. Итак, Эйприл Куновичи при помощи телекинеза метает веер, снимает большую часть жизни Супер Шреддера, а Синигами бьет своим оружием, медным шаром на цепи, добивает врага, и мы получаем победу. Ну что ж, молодцы девчонки, себя они неплохо показали. Ну и я думаю, друзья, пришла очередь взять черепашек, либо взять Армагона. Вот, кстати, да, друзья, у нас, как я говорил, 6 эпизодов, мы переходим к третьему. Вот всего 3 команды черепашек, это у нас видения, вот мультяшные и космические. Давайте-ка, друзья, я возьму сейчас Армагона. Ага, есть еще ролевики. Нет, давайте-ка, наверное, все-таки возьму черепашек. Итак, черепашки, ролевики в бой против Супер Шреддера и Зомби Шреддера. Вот такой вот интересный состав. Ну что ж, посмотрим, как справится наша команда ролевиков. Да, вот, кстати, друзья, смотрим видео и пишем в отзывах, в комментариях, какие черепашки лучше. Ролевики, космические, видения, либо мультяшные. Всех мы их сегодня протестируем против Супер Шреддера и Зомби Шреддера. И в начале боя Раф превращается в индюшку. У него появляется особая способность месть. Супер Шреддер тем временем активирует свое мутировавшее сердце. И благодаря мутагену у нас появляется постепенное исцеление на 3 хода. Плюс дополнительная защита. Используя массовую атаку вантузом, Микеланджело ролевик снимает часть здоровья у Супер Шреддера. Кроме того, благодаря огненной атаке
своего клинка Лео пытается поджарить противника. Не удается. Но, возможно, огненная атака фаерболами Донни Ролевика добьет этого противника. Есть. Супер Шреддер уничтожен, и мы переходим ко второй волне, в которой опять же нас ожидает Супер Шреддер на более высокого уровня. Что ж, ничего страшного. Итак, массовая атака черепами Рафа Ролевика снимает часть жизни. Вот тем временем Лео привлекает внимание к себе. Вот так здорово. А Супер Шреддер тем временем атакует. Ох, досталось Лео. Тем не менее, неплохо держит удар. Раф мстит за нападение на своего союзника. А Микеланджело забрасывает Супер Шреддера водными шариками. Атака, здоровье Супер Шреддера в красной зоне, но мы не будем рисковать. Пусть Донни Ролевик прокачает дополнительную защиту. Вот, здорово, даже у троих героев появилась броня, что здорово радует. А Раф Ролевик добивает врага при помощи особого удара 20. Не сумел, друзья, не сумел Раф добить. Одна надежда на Лео, его щит-бумеранг получилось. Супер. Ну что ж, Супер Шреддер уничтожен, а вот сейчас мы доходим и до зомби Шреддера. Первого вот зомби Шреддера, которого вот призывает демон, восстанавливает из мертвых. Вот довольно-таки жуткая картина, как зомби Шреддер появляется из-под земли. Вот, выравнивает свои руки. Кричит, ну что же, жутко, прикольно и забавно. Итак, надеюсь, ролевики с ним справятся. Что ж, друзья, вперед! Итак, начинает бой Микеланджело Ролевик. Снимает все негативные эффекты. Вот благодаря своему кольцу удачи Раф наносит удар топором. Отлично. Вот третью часть удалось снять. Донни Ролевик тем временем призывает огромную пиццу, которая подлечивает и усиливает наших героев. Ох-ох-ох. Итак, зомби Шреддер призывает души и атакует. Нет, почему-то не атаковал. Что ж, надеюсь, Раф нанесет опять же неплохой урон топором. И Лео добивает зомби Шреддера, и мы побеждаем. Вот, закрывает Лео картинку, тем не менее, ожившие скелеты вот, затягивает зомби Шреддера под землю, и мы получаем идеальную победу. Здорово, ну что ж, чудесно, отличнейший бой, отличнейшая победа, и мы идем с вами дальше. И да, наша награда это 3 ДНК Супер Шреддера. Просто супер. Отлично, итак, 4-й эпизод. Давайте-ка для 4-го эпизода я возьму команду космочерепашек. Итак, Лео, Микеланджело, Раф и Донни. Космочерепашки вперед. Посмотрим, как же справятся космочерепашки в этом испытании. Отлично. Опять же Супер Шреддер, но уже более высокого уровня. С каждым эпизодом враг становится все сильнее, но я надеюсь, у наших героев хватит сил. Итак, Микеланджело наносит мощный удар лазерным танфу. И что же? И большую часть жизни без проблем снимает. Вот Супер Шреддер пытается вот, в свою очередь контратаковать шипами, но я думаю, надо все-таки прокачивать дополнительную защиту. Ай-яй-яй, друзья, и вместо дополнительной защиты я случайно призвал корабль Фугитоида, который из орбиты разбомбил Супер Шреддера, хотя о безопасности надо думать тоже. Что ж, друзья, итак, давайте-ка попробуем добить следующего Супер Шреддера, и Раф поджаривает его при помощи своего бластера. Нанесен неплохой урон, тем не менее Супер Шреддер взрывает. Итак, одна надежда на Донни. При помощи плазменной пушки из груди он пытается поджарить врага. Отлично. Все меньше жизни у зомби Супер Шреддера. Ой-ой-ой, досталось Микеланджело. Ну а Микеланджело в свою очередь бросает в этого врага космический маффин, который должен довольно-таки неплохо подгрызть здоровье Супер Шреддер. Итак, грызет, навешивает цепи, но это все. Вот. А сейчас, друзья, я не стану рисковать. Пусть лучше, благодаря образу капитана Раяна, Лео прокачает дополнительную защиту. Вот и попробуем поджарить Супер Шреддера при помощи черепашонка Чомпи, детеныша космической черепашки. Огненная атака, и Супер Шреддер уничтожен. Замечательно. Итак, друзья, переходим к следующему эпизоду, в котором нас встречает зомби Шреддер.
Вот он, этот пентаграмма, из которой сейчас и появится зомби-шредер, которого призывает демон. Вот, кстати, друзья, давайте-ка я добавлю звука, чтобы это было интереснее. Вот так жутко выбирается из-под земли. Рычит, кричит. Вот жуткие звуки. Вот идет в атаку, но наши черепашки, я уверен, должны справиться. Итак, космочерепашки вперед, и сразу же Донни при помощи огромного метеора пытается раздавить зомби-шреддера. Удар, отлично. Ну, пятую часть мы точно сняли. Вот зомби-шреддер призывает души и поглощает, наносит урон. Да, вот снял часть жизни у наших героев. Возможная массовая атака Микеланджело космического нанесет больше повреждений. Итак, удар, урон, ну, как видите, враг выживает. Ну, одна надежда на Лео. И да, друзья, мне кажется, звука все-таки много. Давайте-ка я немножко уменьшу. Вот так. Отлично. Итак, зомби-шреддер опять же выживает. Ну, возможно, Раф нам поможет. Удар Крогнерда, вот любимого героя из сериала при помощи лазерного Сай. И его, как видите, добил скелеты. Хватает зомби-шреддера, затаскивает под землю, и мы получаем победу. Супер! Ну что ж, космочерепашки меня здорово порадовали. Правда, с каждым эпизодом враг становится все сильнее. И да, наша награда 3 ДНК Супер Шреддера. Неплохо. Да, пятый эпизод, друзья. Пятый эпизод, и нам нужна команда ведения. Микеланджело, Донни. Вот, кроме того, нужен Лео и Раф. Есть. Отлично. Итак, команда ведения вперед. И, надеюсь, сейчас себя они тоже неплохо покажут. Вперед. Итак, Супер Шреддер. Вот. Опять же. Более высокого уровня. Вот. Пытается нанести серьезный урон. Ну а я пока увеличу скорость нашего отряда, чтобы наши герои побыстрее двигались. Отлично. Кроме того, у Рафа и Лео появилась броня. Вот. Ну раз начали качать бафы, положительные эффекты, пусть и Микеланджело прокачает точность. Вот, супер. Теперь благодаря точности наши герои будут наносить больше повреждения. И сразу же пытаемся поджарить вот Супер Шреддера огненной атакой Рафа. Слабовато. Возможно, каменная глыба Донни произведет больше повреждений. Итак, есть, отлично. Большая часть здоровья удалось снять. Но Супер Шреддер не сдается. Он активирует свое сердце. И у него появляется исцеление плюс дополнительная защита. Что ж, надеюсь, тыква Лео, используя ее, мы запретим подлечиваться. Отлично. Вот. И надеюсь, что голодные белки, которые призывает Микеланджело видение, догрызут Супер Шреддера, и мы перейдем к следующей волне. Да, Супер Шреддер уничтожен, и вторая волна, опять же, Супер Шреддер, но более высокого уровня, и для него есть сюрприз. Огненный торнадо Рафа видения выжигает часть здоровья, слабенько, но, возможно, друзья, надо усилить атаку. И Донни видения рубит фигурку тигриного когтя, тем самым усиливая атаку. Дополнительный баф, массовая атака Лео видения, но, как видите, Шреддер вызывает и даже контратакует. Вот летят костяные кунаи, снимает часть жизни Донни видения. Ну а Микки тем временем пытается отбиться. Наносит серьезные уроны серпами. Как видите, Шреддер выживает, надеюсь, ненадолго. Да, вот еще одна массовая атака Рафа видения. У Супер Шреддера куча негативных эффектов. Итак, кстати, да, друзья, кто не в курсе, вот положительные и отрицательные эффекты, бафы и дебафы мы можем увидеть, нажав на шестеренки во вкладочке «Информация». Вот, замечательно. Итак, еще одна атака Лео. Вот, не удалось ему уничтожить противника. Супер Шреддер тем временем пытается справиться с Донни. Ну что ж, одна надежда на Микки есть. Микки при помощи своих серпов все-таки добивает Супер Шреддера, и мы переходим к следующей волне. Итак, опять же зомби Шреддер, но очень крутой и очень сильный. Итак, призывает демон этого монстра. Посмотрим еще один раз. Вот как эта тварь выползает из-под земли и атакует наших черепашек. Вот, отлично.
Ну что ж, жуткий, прикольный, но забавный зомби-шредер, которого нам нужно победить. И для этого Раф Видение пытается вот нанести неплохой урон. Вот, кстати, еще есть удар молота до невидения. Отлично. Вот, у зомби-шредера еще уменьшилась защита, что, конечно же, здорово радует. Ох, как досталось Донателло. Смотрите, друзья, один бросок скелетом и практически половина жизни снесена. Вот надеюсь, что Лео что-то сумеет сделать, не сумел. Микеланджело. Тоже удары практически уходят мимо. Вот одна надежда на Рафа. И так безрезультатно. Ой-ой-ой, друзья. Итак, здоровье Дони в красной зоне. Вот что-то надо делать. Итак, Лео прокачивает дополнительную скорость. Вот, Микеланджело качает точность. Кстати, у Дони появилась броня. Это тоже радует. Вот не просто будет зомби-шредеру его завалить, и Раф пытается поджарить этого противника при помощи огненной атаки. Не сумел. Не сумел. Дони рубит топором. Появился опять же негативный эффект, и Дони все-таки мстит. Дони добивает зомби-шредера, и мы получаем победу. Супер. Бой получился непростой, но нам все же удалось победить. Вот, победа на 3 звездочки, хороший результат, и мы идем с вами дальше. Вот, супер. Итак, наша добыча это 4 ДНК Супер Шредера. Вот просто замечательно. Вот переходим к 6-му эпизоду. Давайте-ка возьмем команду черепашек из мультика. Вот, и, конечно же, на помощь им учителя Сплинтера. Вот это финальный бой. Очень сильный и страшный зомби-шредер, вот которого очень трудно будет победить. И я надеюсь, что это будет без потерь. Хотя все возможно. Итак, встречает нас Супер Шредер, который, видите, первым начинает действовать. Он сразу же активирует свое сердце, восстанавливая здоровье на 3 хода плюс, используя положительный эффект дебаф, это дополнительную защиту. Ну а Микеланджело тем временем прокачивает уклонение. Благодаря этой способности вражеские удары будут проходить мимо. Вот чудесно. Кроме того, медитирует на шесте Сплинтер, усиливая наш отряд. Вот отлично. А Лео наносит мощнейшие удары катаной с разворота. Есть. Удалось снять часть здоровья, но это все. Кроме того, друзья, давайте-ка прокачаем атаку. Благодаря ярости Рафа нам удается прокачать дополнительную атаку. Кроме того, давайте-ка я прокачаю дополнительную защиту, особую способность Дони из мультика. Вот, замечательно. Итак, Супер Шредер пытается атаковать. Ну, а я попробую воспользоваться дымовой бомбой Микеланджело из мультика. Вот, ну что ж, как видите, здорово держит удары, несмотря на то, что у нас прокачана вот, дополнительная атака. Вот что ж, будем пытаться общими усилиями запинать Супер Шредера. Не удалось. Так, еще удар тайной катаной Сплинтера и есть. Ну вот, удалось пройти первую волну, удалось завалить первого Супер Шредера, и мы переходим ко второму. Итак, кто здесь у нас? Опять же Супер Шредер, но очень высокого уровня. И у нас есть возможность использовать особый удар Лео Стальной Торнадо. Вот превращаясь в стальной вихрь, нанес кучу повреждения, но опять же Супер Шредер выжил. Удар с разворота Саи, Рафа мультяшного, и удалось нанести Супер Шредеру негативный эффект, дебаф, уменьшение здоровья. Отлично. Ну а вот теперь попробуем его подорвать при помощи бомбы Дони из мультика. Что ж, здорово, но как видите, враг выживает. Надо нам подкрепиться. Для этого Микеланджело использует пиццу. Вот супер, тем самым усиливая и подлечивая наш отряд. Но Супер Шредер в ярости. Он активирует сердце, тем самым прокачивает дополнительную защиту плюс броню. Что ж, надо его ковырять. Вот Микеланджело пытается нанести повреждение, как-то слабовато. Удар Сплинтера по уязвимым точкам, и удалось навесить цепи на Супер Шредера. Итак, надеюсь, что Лео справится. И Лео наносит мощный удар и все-таки добивает Супер Шредера, и мы переходим к финальному боссу. Итак, финальный босс зомби Шредер 90 уровня, которого призывает вот такой вот жуткий демон.
Очень непростой бой, и надеюсь, наши черепашки выживут. Было бы здорово вот прокачать сейчас дополнительную защиту, потому что очень будет сильно кусаться этот зомби-шреддер, очень будет много наносить повреждения. Ну, тем не менее, надеюсь, наши герои справятся. Рычит, кричит и пытается нападать. Да, вот видите, друзья, первым начинает собирать души и первым наносит урон. Ох. Итак, здоровье Рафа уполовинено, половина осталась, да и остальным героям здорово досталось. Вот Раф отомстил. Кроме того, вот есть возможность, чтобы Раф привлек внимание к себе. Нет, друзья, я не буду это делать. Давайте-ка просто атаковать Супер Шреддера. Вот, отлично. Итак, Донни пытается забросать его сюрикенами. Вот, слабенько. И да, есть возможность прокачать уклонение, что и делает Микеланджело из мультика. Теперь, надеюсь, удары зомби-шреддера будут проходить мимо. Итак, тычок Сплинтера опять же наносит повреждение. И есть возможность. Лео медитирует, тем самым восстанавливая здоровье и силы нашего отряда. Вот это нужно было сделать. Супер Шреддер, вернее, зомби-шреддер метнул скелета. Сплинтер контратакует, а Микки пытается подорвать его при помощи дымовой бомбы. Взрыв, удар. Вот зомби-шреддер выживает. Тем временем Раф его оскорбляет, вызывает на бой, привлекает внимание к себе, а вот Донни наносит удар своим бо. Отлично, еще часть жизни зомби-шреддера снята. Кроме того, усиливает наш отряд Сплинтер. Вот, отлично. Итак, целая куча положительных эффектов. И надеюсь, что Лео сейчас нанесет добивающий супер удар. Нет, выжил. Выжил зомби-шреддер. Даже вот метает очередного скелета. Вот, по-моему, мимо. Прошел мимо удар. Вот только Рафа он задел, а Раф ему отомстил, добил и контратакой. Итак, победа. Супер-босс зомби-шреддер уничтожен. И наши черепашки празднуют победу на 3 звездочки. Просто супер. Все выжили. И это здорово. Что ж, замечательно, друзья. Итак, испытание пройдено. Испытание Супер Шреддер завершено. Вот прошли мы все 6 эпизодов. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!